Искусственный интеллект создал аккуратную таблицу. В ней есть строки, ответственные, даже ссылка на источники. Но сегодня мы не будем верить ей на слово и не будем обсуждать таблицы в теории. Мы возьмем одну строку и проверим ее по первоисточнику, если там именно эта информация, актуальна ли версия и подходит ли контекст. Обычно большие выпуски выходят по субботам, но прошлый выпуск по ряду причин вышел в воскресенье. В нем мы разобрали, почему красивая таблица от искусственного интеллекта еще не является готовым результатом. Ссылка на него на экране, в описании и закрепленном комментарии. А сегодня практическое продолжение. Одна таблица, созданная искусственным интеллектом, одна строка, одна проверка. Без пациента, без МИС, без клинических данных и без реальных документов учреждения. Это разбор без пациента, наша практическая рубрика, выходящая по средам. Если вы на канале впервые, коротко представлюсь. Меня зовут Алексей Гордеев. Я врач-фтизиатр, заведующий. Вы на канале «Искусственный интеллект для врачей». Здесь я разбираю искусственный интеллект так, как он реально нужен врачу в практике. Без хайпа, практично и без замены клинического мышления. Поехали! Возьмем полностью вымышленный пример. Представим, что мы попросили искусственный интеллект подготовить таблицу для организации учебного вебинара. Вот что он написал. Таблица выглядит рабочей, колонки понятные, строки стоят на месте, источник указан. Но это пока только черновик. Здесь удобно разделить форму и содержание. Форму искусственный интеллект уже сделал. Придумал колонки, разложил этапы, собрал все в один экран. Этой частью можно пользоваться как заготовкой. Но внутри формы появились проверяемые утверждения, конкретные сроки, версии документов и роли сотрудников. Они выглядят так же аккуратно, как название колонок, хотя требуют совсем другого уровня доверия. Поэтому я не начинаю с цвета таблицы, шрифта или перестановки строк. Сначала выбираю факт, ошибка, в котором действительно изменит наши действия. Я выбираю строку, в которой есть конкретный проверяемый факт. Разослать материалы за 7 календарных дней. Первый вопрос. Существует ли источник? В нашем учебном примере инструкция действительно есть. Она открывается. Но открывшаяся ссылка еще ничего не доказывает. Второй вопрос. Есть ли в источнике именно эта информация? Не похожая фраза, не общий абзац про подготовку, а точный срок отправки материалов. Открываем инструкцию и видим. В таблице было 7 календарных дней. В источнике 3 рабочих дня. Значит, строка не прошла проверку. Третий вопрос. Актуальна ли версия? Искусственный интеллект сослался на версию 2026.1, а перед нами уже версия 2026.2. Даже если в старом документе когда-то был другой срок, для текущей задачи он уже не подходит. И четвертый вопрос. Совпадает ли контекст? Срок может относиться к другому мероприятию, другому этапу или другой редакции документа. Правильная цифра в неправильном контексте все равно даст неправильную строку в таблице. Теперь исправляем не на глаз и не по новой догадке искусственного интеллекта. Берем формулировку из актуального источника. Обратите внимание, срок мы подтвердили, а роль ответственного пока оставили на проверку. Не нужно заполнять ее правдоподобным словом только потому, что пустая ячейка выглядит некрасиво. Вот весь практический прием. Если строка прошла эти 4 вопроса, мы можем оставить ее в таблице и продолжить проверку остальных строк. Это не означает, что вся таблица автоматически верна. Если строка не прошла проверку, мы не просим искусственный интеллект придумать более убедительную ссылку. Возвращаемся к первоисточнику, исправляем подтвержденный факт и отдельно проверяем остальные строки. В нашем примере после исправления строки еще остаются 2 строки. Их нельзя считать подтвержденными только потому, что одну строку мы уже разобрали. Для каждой важной даты, роли и требования нужна такая же сверка. Поэтому таблица от искусственного интеллекта может быть хорошей формой. Она помогает разложить материал по колонкам и увидеть структуру. Но источником истины остается не таблица и неуверенный ответ модели. Источником остается документ, который мы сами открыли и прочитали. Полный алгоритм проверки таблиц, цифр и ссылок я разобрал в воскресном выпуске. Ссылка на него в описании, закрепленном комментарии и на экране. А в следующем большом выпуске перейдем от отдельных таблиц и ответов к порядку в работе. Как не утонуть в 10 разных ИИ-чатах. Напишите в комментариях, какую безопасную таблицу, без пациентов и клинических решений, вам бы было полезно разобрать в следующий раз. Меня зовут Алексей Гордеев. До встречи.